Знакомо это чувство, когда хочется жить на виноградниках у Средиземного моря. Но ты, Оливия, наша главная героиня, и светит тебе, скорее всего, озеро Акакуль где-то под Челябинском. Первая же полученная ей черта характера говорит, что жизнь началась сурово. Родиться в заброшке с призраками на окраинах Честно-Стриджа у матери, которая в одиночку спасается бегством и не может даже оплатить счета, только что позже подвергнуться нападению грабителя и, не чувствуя безопасности, бежать уже оттуда. Но именно сегодня Маша, мать Оливии, начинает свой путь к виноградникам у Средиземного моря. Мне кажется, бегство в Стрэнджервиль, защищенный переполняющими его военными, было правильным шагом, особенно после того, как материнское растение было уничтожено. А главное, нам позволили пожить в трейлере конспиролога, который пропал несколько лет назад, зато оставил все свои вещи. Удобно и совсем не пугает. Здесь мы можем снизить градус своей паранойи и, наверное, начать подыскивать какую-нибудь официальную работу. Тут довольно много магазинчиков, я думаю, мы устроимся продавщицей. Все решено. Мама, я продавец. Да, по утрам будем работать. Все-таки ребенок сам себя содержать не может. Она вон постоянно краски какие-то разливает, нам теперь убирать. Кстати, у нас ведь все навыки развиты. И при этом есть черта несчастный младенец. А за все навыки мы должны получить счастливый малыш. Интересно, оно взаимозаменяемое или у нас так и будут взаимоисключающие черты характера? Это мы узнаем через несколько дней, потому что днюха только через несколько дней. Давай сделаем здесь чуть более подходящую для ребенка обстановку. Подслушивающее устройство можно отодвинуть. Туалет. Кровать. Хотя нет, вместо кровати лучше использовать вот этот стульчик. Дрема поднимает бодрость малышей в 3 раза быстрее, чем любая кровать. То, что унитаз у изголовья, просто места здесь не так много. Компьютер есть. Вот это прикольно. Даже компьютер оставили. Сейчас мы, наверное, рыться в нем не будем. Глянем, что нужно нам как продавщице. В принципе, никаких навыков от нас не требуется. Отлично. Тогда убираем за своим детем. Дитё, в порядок приведись, пожалуйста. Нет, не успел. Ты что делаешь? Эй, в глаза мне смотри. Хотя в такие моменты, наверное, не стоит людям смотреть в глаза. Придется менять подгузник тогда уж. Доделывая свои дела. И смотри, у нас тут есть станок. Мы можем прокачивать механику, улучшить этот дом. Есть для садоводства. Кстати, вот это хорошая вещь. Только я поставлю небольшой навес. Да, придется продать какую-то штуковину. И офигеть, она стоит. Короче говоря, я устраиваю день рождения. Тоддлерам просто нечего делать. Все навыки освоены, игрушки, которые развивают характер. Во-первых, не то чтобы нам особо нужны. Мы не в том положении, чтобы перебирать. Нам бы выжить. С потребностями у Оливии никаких проблем. И действительно полезнее будет помогать по хозяйству. То есть школа, садоводство, в космических монстров сегодня хочу нырнуть поглубже. И, естественно, на день рождения печем зимний торт. Ссылка на мой магазин мерча на Озоне есть в описании. Там можно купить пин, он же значок с зимним тортом. Так что свечки, задувашки и узнаем первую черту характера для Оливии. Она веселая. И черта по характеру несчастный младенец. Да в смысле? Мы же освоили все прекрасно. Мы реально теперь просто несчастный младенец все это время. Это не звучит особо хорошо на самом деле. Ну да ничего. Будут вещи куда важнее. И первое доброе утро за долгое время. Нам нужно идти на работу. У нас будет какой-то стабильный доход. Неплохо. Мы сделали домашку, естественно. И нам нужно теперь заняться бытом. Потому что да, это на плечах ребенка у нас. Ну, во всяком случае, в ближайшее время нужно найти какие-нибудь семена, которые можно засадить. Ну, космические карточки, естественно. Ребенок есть ребенок. Искать только придется в мусорках или на улице, потому что денег у нас не столько, чтобы тратить их на всякие вот такие развлечения. Где тут мусорка какая-нибудь? Вот. Супер! Есть! А в мусорках еще и более редкий комплект. А это значит, да, необычный монстр у нас. Я до этого освещал эту коллекцию, но богатым человеком, который просто купил все карточки, и я ими не играл. Это был больше именно что такой богатый статусный элемент. Закрыл коллекцию. Все. Сейчас нам бы поискать детей, с которыми мы можем поиграть с этими карточками, потому что у них есть сила, какие-то показатели. Вот в этом хочется разобраться, потому что ни одной статьи об этом я не нашел. Ну и, естественно, нужно найти семена. Только я вот весь город отыскал, так и не понял, где что-нибудь находится. Ух, придется заказывать. Так вот, посадить мы пока ничего не можем. Эти семена все-таки пришли матери. Чего полезного сделать через комп тоже, только тратить деньги, зарабатывать их ребенок, как я вижу, не может. Так что можем немножко поиграть.
Объект реальности такой. Плюс прокачка необходимых нам видеоигр, ну и интеллект. Лучше, чем на каких-либо подработках. Кстати, да, я тут прикинул, нам для подработок нужно офигеть сколько навыков хотя бы на среднем уровне держать. И офигеть сколько времени на это тратить. Причем никакого карьерного роста. В целом мы получаем гораздо меньше, чем на самой обычной работе. Поэтому лучше так. Лучше небольшая работа по утрам, чем эти подработки. Нафиг надо. Я вам показал. Думаю, суваться в это больше никто не захочет. Ах, да, семена. Пока будем садить съедобные вещи. Клубника, грибы, стручок горошка. Но однажды у нас будут виноградники. Честное слово, очень хочется дойти до того, чтобы переехать на Тартозу. И в целом, наверное, Оливии, помимо игр, нужно будет еще и подтягиваться к обучению в Европе. Я хочу хорошие стипендии, но это в будущем, чтобы как раз на Тартозу переехать и чего-то достичь в жизни. Да, вот так вот амбициозно мы рассматриваем свое будущее, живя в трейлере, который нам дали местные жители. Точнее, в котором нам дали пожить. Ну, вы поняли. И знаешь, ради таких амбиций можно, наверное, и в проект вложиться. А что? Во-первых, это подтянет нам ответственность. Крайне важно для работы в будущем, ведь не придется тогда делать ежедневные задания. Плюс это увлечет Оливию в программировании. Думаю, проект по программированию логичный следующий шаг от редкой электронной игрушки, доставшейся от отца. А это пока лошадей вырезаю. Даже какие-то деньги. Нет, подожди, мы не будем продавать воздух. Давай реально только устраивать домашние распродажи. Правда, тогда нам нужен будет стол. Черт, мы заработаем. У нас какие-то деньги есть. Давай делать дальше поделки. Это поможет нам привести в порядок этот дом. Вот его, наверное, уже имеет смысл как-то улучшать. Я читал одну подсказку, мол, полезнее не покупать более дорогую мебель, а покупать ту, которая тебе нравится, и улучшать ее. Потому что там бонусы, которые лучше, чем просто хорошие характеристики дорогой мебели. Какая нам дорогая мебель сейчас, правильно? А еще, как и почти всегда, я стал скаутом. Очень полезно. И черт, почти все деньги мы тратим на развитие Оливии. Поэтому игрушки, которые прислали в подарок на день рождения, придется подожди, только через стол. Окей, да, нам крайне нужен стол, но у нас на него нет денег, он стоит где-то 350-400. Насчет скаутов, нафига это нужно? Во-первых, скауты получают дополнительную стипендию, где-то 177 миллионов за семестр, но тем не менее. Плюс их навыки, если ты все начивки получаешь, нашивки точнее получаешь, прокачиваются в 2 раза быстрее всю жизнь. Если что, инструкция ко всем нашивкам есть, я ссылку на эту статью оставлю у себя в телеге. Мусор мы, кстати, не пропускаем. Да, здесь могут быть детали, это то, что нам нужно. Опять же, механика мы помним. Вот 2 детали для улучшения приборов, еще 2 детали робота. Это просто офигительно, я считаю. В остальном по детству ничего уникального, так что извиняюсь, что такими семимильными шагами все пропускаю. Дело в том, что я показываю это уже который 9-й раз. Контента для детей действительно не очень много в этой игре. Наш первый день в школе. А еще у нас на работе повышают. Вау, мы теперь служащие отдела продаж. Не скучай. Из-за того, что она танцмашина, да, она постоянно скучает. Это немного мешает нам делать поделки и все такое. Неужели придется еще и магнитофон купить? Тогда мы как-то вообще на широкую ногу живем для человека, который в бегах находится. Хотя скорее как человек, который в бегах потерял все. И больше не в бегах, но тем не менее потерял все. Понимаешь? И черт, в школе мы ни с кем не познакомились, хотя я вроде как заставлял ее знакомиться. Но окей, пока нас не принимают, хочется спать. Да, немного поспать, потом на домашку сделать. Боже, сколько рутины им предстоит просто, чтобы выживать. И слушай, у нас есть деньги, мы можем соорудить вот такую лавку. Да, и здесь, наконец, продавать вещи. В принципе, вечером мы вздремнули, ночью еще поспим. Сейчас деньги. Важно деньги заработать. Я надеюсь, эти ребята лучше нас примут. Плюс мы ведь продавщица. Нам нужно прокачиваться в этом. Что там, Оливия? Нужды, домашка. И в целом она в порядке. Так, вот эти ребятки пришли. Приветики. Здрасте. Рекламируем продукты. Блин, наверное, стоило сначала познакомиться. А с вами я могу разговаривать или вы суперзвезда? Какая крутая и не суперзвезда. Мне нравится. Где 3-й? Ладно, ему, видимо, не интересно. Черт, они просто уходят, если я им предлагаю. Ладно, а если не предлагать? Просто, знаешь, поздороваемся, такие вещи лежат, да? Было бы здорово, если бы кто-нибудь купил. Кто-нибудь, если бы купил кто-то. Нет, это не работает. Сплошные анекдоты. Но и в жизни она тоже не прокатывает. Конечно, нужно рассказывать, что, например, на Бусти в спонсорке есть 18+ прохождение с модами и без цензуры. Или 3-й Sims. Или стройка. Или прохождение всех сверхов. Или другие игры и другие плейлисты по 4. И там не только сотни записей, стримов и дополнительных видео, но и видосы можно смотреть в раннем доступе. Есть ссылки на мои сохранения, на всякие файлы.
имя в титрах, даже регулярные личные встречи. Ссылка в описании и на Бусти, и на спонсорку. Это одно и то же. Тут уж как тебе удобно. И про нашивки давай не забывать. Очень легко получить ту, в которой всего лишь надо анекдоты рассказывать. И пока здесь куча человек, вежливо со всеми знакомимся и запросто получаем нашивку за добрые дела и общительность. Черт, я совсем забыл про кошмары. И стоп, подожди, она с ним подружилась? Окей. Только хотел показать, как можно избавиться от кошмаров. А, она слишком взволнована, чтобы спать. Ладно, немножечко подождем, но вообще лучше повесить лампу. Вот этот светильник защищает от кошмаров. И уже рассвет. Да, не успели мы сегодня поспать, но неплохо прокачали ребенка, как мне кажется. Все-таки это не то детство, где она будет спать вдоволь. Не-не-не-не-не-не. Посмотрите на баланс. Ах, прекрасное утро, я считаю. Прям красивенько выглядит. И знаешь, для нашивки по благотворительности нам достаточно жертвовать что-то, в том числе и деньги. Можем ли мы жертвовать деньги своему родителю? Если это будет считаться, да, $100, это должно остаться внутри семьи, при этом сработает ли как причина для нашивки. Хотя фактически мы всего лишь внутри семьи переместим $100. Она дарит ей ее же деньги. Если что. Да, это работает! Изи, еще одна нашивка. И знакомимся с одноклассниками. Работает, наконец-то. Да, обаяние нужно прокачать. Мне кажется, что по этой причине у нас могут не покупать ничего за столом, а к тому же второй уровень необходим для того, чтобы дальше двигаться по этой карьерной лестнице. И знакомства продолжают работать. Найс. После работы второй уровень есть. Снимаем напряжение в Симсе. Хотя не похоже на то. Особенно в каком состоянии сейчас игра. Совсем не похоже на то, что это снятие напряжения. У нас все новые знакомые. Супер. Школа хорошо поставляет нам детей. Плохой выбор слов. Очень плохой выбор слов. Я имею в виду, что нам есть кого приглашать домой, чтобы обмениваться с ними карточками. Так, настроение в порядке, а значит можно пробовать. Ой, к нам в гости хотят. Вообще отлично. А где? Подруга не доехала до трейлера. У нас есть некоторые проблемы, как мы объясним это родителям. А, вот она, все, супер, мы можем меняться карточками, так? Ну, не прямо сейчас, видимо. Слушай, она стойкая, прям закалила ее детство. У нее потеря сознания должна была быть сейчас. Нет? Ей плевать, как меняться карточками. Так, симгая какой-то. А, я так понимаю, я не могу управлять тем, что я выберу. Мы просто рандомно меняемся картами. Так нас же так в любой момент могут обмануть, нет? На что-то купили? Я уж думал, все совсем безнадежно. Давай еще немного понизим цены. 50% на цены. Нифига себе понижение цен, да? И я так понял, что их не нужно убеждать, чтобы они что-то взяли. Не, ну людей и знакомых здесь, конечно, копится на таких распродажах. Вот если не деньги они нам дают, то как минимум связи. Хотя нет, какие-то копейки тоже приходят, но не то чтобы это доход, на который можно рассчитывать, честно говоря. Походы в магазин и работа там, в магазине, все-таки кормят нас больше. Зато теперь мы знаем, что не работает хорошо. Подработки и вот такие продажи через стол. Черт, у нас домашка не сделана. Ровно как и по скауту тоже никакого продвижения. Пора жертвовать сном. Но это будет стоить того, честное слово. Просто чтобы игралось потом лучше. Дарим матери ее же деньги. Нашивка наша. Нашивка за домашние работы тоже. Найс. Мы единорог. И как же ей не хватает. Ну, во-первых, еды, а во-вторых, развлечений. О, точно, у нас же еще за мытье посуды нашивочки. Ладно, я больше не буду так в это углубляться. Вы поняли смысл. Надеюсь, в телеге посмотрели ссылку на статью. Ну или помните видосы годовалой давности. Сейчас сосредотачиваемся на играх. Опять же, лишний побег от реальности. Оливия любит компьютерные игры. Только этот ноут вообще не повышает досуг. Нам нужен будет нормальный. Я думаю, неплохая задача для Маши заработать на ноут получше в виде увлечения Оливии. В целом, с всякими вот этими космическими монстрами, проектами по программированию, роботостроение, например. Помни, для чего ты работаешь. И получаешь повышение. Вау! Это, кстати, верх карьеры. У нас здесь вместо карьерной лестницы стремянка. Чему не очень Маша рада, судя по всему. Но в будущем можем выбрать настоящую большую профессию с карьерной лестницы. Напишите, какая больше подходит. Я думаю, что-то вроде преподавателя, потому как она вроде может справляться с детьми, но у нее нет подобного диплома. Так что может просто пойти в офис. Не знаю, вы лучше разбираетесь. Напишите, пожалуйста. А у Оливии тем временем оценки получше. И баллов достаточно, чтобы больше никогда не хотеть в туалет. Наконец-то. Последний раз и забываем. Эй, вы что, смотрите на писающего ребенка? И знаешь, наверное, чтобы разбираться с космическими карточками, мы слишком бедные. Все время уходит тупо на то, чтобы сделать домашку, закрыть потребности. Совсем не до развлечений.
Ох, реально суровое детство. Я даже проект, связанный с программированием и роботостроением, никак не могу закончить. Хотя жизненная цель для нас очень важна. Конкретно вот это, чтобы быстрее развивать умственные навыки, это как раз программирование и вот все, что за ним связано. А это снова траты. Хорошо, хоть стулья можно вынести из дома. Знаешь, я бы сказал, что в целом на ноги мы более-менее встали. У нас есть деньги, у нас есть безопасность, есть цели, есть увлечения даже. Здрасте. Что это вы у нас тут делаете? Купить что-нибудь, пожалуйста. У меня есть хорошие и плохие новости. Хорошие в том, что нашего уровня механики сейчас достаточно для того, чтобы начать улучшать дом, в котором мы живем. Плюс я в целом привел в порядок потребности ребят, и у нас впереди целый выходной. Казалось бы, ей, можно наконец поиграть в этих самых монстров космических, но есть небольшая проблема. Приставка для этой игры стоит $675. Этих денег у нас нет, учитывая, что выходные мы не можем их нигде заработать. Вот эта хрень вообще толком не работает, поэтому лучшим вариантом, наверное, будет поискать еще карточку. Причем забавно, смотри, зуб выпал у Оливии, это лучше видно здесь, это забавно. Да, я говорю, что это забавно, соглашайтесь. Но сколько же нам идти до этой ближайшей мусорки? Косяк в том, что нам на самом деле повезло с тем, что нам выпал довольно редкий космический монстр, потому как чаще нам ничего не будет попадаться. Хотя я нашел еще одну мусорку. Чем больше мусорок, тем лучше, правильно? Вот тут мусорка есть, но сюда нужно отправиться. Да, мир все-таки закрыт, и не забывайте, в какую игру играем. Больше мусорок я не вижу, честно говоря. А, нет, вот. Да, видишь, обычно ничего не находится. Эй, подожди, в смысле, я здесь не искал? То есть у нас здесь система порталов мусорок. Я поискал в одной, в следующих тоже нельзя, потому что все мусорки обысканы. Вау. Что за срань, а не система. В жизненной цели тоже не можем продвинуться. Домашку мы уже сделали, и единственный вариант это ждать следующую неделю. И знаешь, раз уж у нас есть шахматы, наверное, мы можем немножко прокачивать логику Маши. Это может в плюс быть, когда мы будем следующую работу искать, уже такую, которая сможет позволить нам взять виноградники на Тартозе. Все как по мечте. Еще парочку нашивок на изи получаем. Отлично, мы теперь Пегас. И знаешь, дела действительно так хорошо, что да, мы можем погружаться дальше в компьютерные дела, играть в Sims, закончить наконец проект. Это лучший способ поднять ответственность. Да, найс. И видишь, роботостроение нас интересует. И, наверное, в этот момент зреет одна из главных идей Оливии. А если создать робота, который смог бы защищать семью? Так, во-первых, не случится того, что случилось с Марио. Во-вторых, это в целом концепция бессмертного члена семьи. Чего Оливии, наверное, очень сильно хотелось бы. Поэтому первый прототип такого робота начнем носить с собой. И мне кажется, что Стрэнджервиль принял нас лучше, чем Честнот Ридж. У нас есть школа, у нас есть друзья, у нас есть какой-то доход, а главное, у нас есть безопасность. И при всем этом я все еще считаю, что потратить деньги в Sims все еще сложнее, чем заработать. Об этом этот видос. И большое спасибо тем, кто особенно сильно поддерживает канал. Пока.